Мы сейчас заходим в квартиру, которая занимает пол-этажа и стоит $6 миллионов. Здесь такой большой красивый балкон. По балкону можно до гостиной дойти. Что хорошо в таких квартирах, не выходя из дома, можете проходить рекомендуемые врачами 10 тысяч шагов. И вот вертолетная площадка на крыше. Это приют, и здесь у нас живет котик. Котик, которого можно взять. Я, конечно, в приютах особо не был, в других, но мне кажется, в России таких нет приютов. Мы сейчас едем смотреть небоскреб, который построен по проекту студии Захи Хадид. И это один из самых крутых небоскребов Майами. Обратите внимание, колонны основания, они как щупальца осьминога впиваются в землю. Несущий каркас здесь не спрятан, как обычно, а вынесен за остекление. И вот эти причудливые формы, то, что вы видите, это не декор, а действительно несущие конструкции. И вот так вот будет выглядеть один из самых высоких небоскребов Майами. Прямо как в Саудовской Аравии. Если у тебя нормальная машина, то ее ставят как украшение перед входом. А если ты ездишь на какой-то помойке, то ее увозят на самый последний этаж многоуровневого паркинга. Мы сейчас идем на 1000 музеум. Это один Заха Хадид объект США. 62 этажей, 83 квартир, уникальная архитектура, которую вы никогда не увидите нигде. Даже в ее зданиях по всему миру. Мы сейчас заходим в квартиру, которая занимает пол-этажа и стоит $6 миллионов. Слушай, ну что, неплохо? 4 спальни, 5,5 санузлов. Постирочная, уже продается с техникой. Здесь такой туалетик есть для прислуги, да, и душ есть, то есть чтобы у вас домработница могла помыться, то есть вот ее туалет, винный шкаф, ну конечно, куда без винного шкафа, гостевой санузел, вот одна из спален, у нее вот есть свой санузел, выход на балкончик. Здесь такой большой красивый балкон. По балкону можно до гостиной дойти. То есть прямо как большая терраса. Так, а что здесь гриль-то можно ставить? Есть электричные грили, можно, но не с... Ну электро можно. Такие вот ручки. То есть, в принципе, здесь только мебель надо купить. И все. И можно уже завтра начинать жить. Да, ребята, у кого есть 6 миллионов, пожалуйста, welcome. И да, вот это вот хозяйская спальня. С такой вот ванной. Это гардеробная. Закатки. Тут закатки. Если к вам приедет бабушка в вашу квартиру за 6 миллионов, то здесь можно, тут можно делать закатки. Давайте посмотрим кухню. Да, здесь остров, такой модный остров. Но я хочу, кстати, напомнить, что здание Захи Хадид, которое в Нью-Йорке, там остров, он прямо там очень круто сделан. Вот этот остров? Да. Остров стоит $250 тысяч? Офигеть. Кофемашина, духовка, микроволновка. Значит, такая вот рабочая поверхность. Шкафы. Здесь вот духовочки. И такой вот большой холодильник. Холодильник – американская мечта. Надо понимать, что кухня, гарнитур, гардеробная – это все временное. И жильцы, когда они сюда заедут, они будут под себя менять интерьер, менять мебель. Но квартиры в Штатах принято сдавать уже с нормальной отделкой. То есть должно создаваться впечатление, что ты заехал и можешь жить. Поэтому делается такая вот типовая мебель, все красится в белый цвет. И делаются в том числе и гардеробные. Но владельцы уже будут под себя заказывать и переделывать интерьер. Собственно, вот квартира, пол-этажа здания занимает, стоит 6 миллионов, 4 спальни, 5,5 санузлов, 450 метров, да, примерно. Единственный жилой небоскреб Захи Хадид, замечательного архитектора. К сожалению, в 2016 году она умерла, но вот по ее проекту строится. А здесь, получается, лифт ведет только в твою квартиру. Здесь можно санки, велосипед. Мусор класть. Те этажи, где несколько квартир на этаже, ты сразу набираешь номер этажа и юг или север. Вот у них S и N приставки у квартир.
и в зависимости от этого лифт открывается либо на одну, либо на другую сторону. То есть, по идее, когда здесь будут жить люди, они прикладывают карточку, и ты не поедешь на чужой этаж. Мы едем на 53 этаж. Это у нас уже другая квартира. По-моему, это на целый этаж уже, по-моему, да, судя по всему? Это 1000 квадратов. 1000 квадратных метров. 5 спален, 6,5 санузлов. Это что такое? Это пыточная? А это кинотеатр. Главная спальня, полэтажа. Слушай, ванная огромная. Ванная, как однокомнатная квартира в Бирюлево. При том, что интересно, смотрите, вот здесь есть раковина одна, и там в другом конце вон еще другая. Вот. То есть, пока твоя половинка чистит зубы там, можно сделать прогуляться к этой раковине, и вы даже друг друга слышать не будете с того конца. Если один любит погорячее, другой попрохладнее воду, вот можно вдвоем мыться. Да, 2 душевые лейки и 2 выхода из душа. И тут самое главное здесь это вид. Что хорошо в таких квартирах, не выходя из дома, можете проходить рекомендуемые врачами 10 000 шагов. Вот так вот выглядит кухня. Смотрите, вот кухня огромная, и еще у кухни есть балкон. Окна выходят на все 4 стороны, весь этаж это ваша квартира будет. Ну там опять идут по этим длинным коридорам идут спальни. Ну, конечно, вот гигантский балкон. Вообще потрясающе. Да, тут уже еще круче, это самая крыша. То есть здесь такой вот своды специального дизайна от Zahi Hadid. Вот, их только красит. И здесь будет лаунж для жильцов. Это, видимо, есть такая вот красивая лестница. Стеклянная лестница будет. Так, а мы идем по технической лестнице, потому что стеклянная лестница еще не готова. Вот здесь, на последнем этаже, будет бассейн невероятной красоты. И вот, видите, какие тут своды. Тут готовят каркас для лестницы. И вот вертолетная площадка на крыше. Это у нас спортзал для жильцов. Здесь тоже будет модная лестница. Все будет отделано натуральным деревом. Здесь видно вот такой уже деревянный потолок. Я думаю, примерно как так будет лестница тоже отделана. Угу, раздевалочка. Здесь тоже будут бассейны и будет еще посадят растения, сделают озеленение. В самих квартирах бассейнов нету, хотя, если вы помните, когда я показывал вам Bosch Tower, там у них в каждой квартире были такие небольшие бассейны. Но для жильцов доступны все вот эти вот блага в виде тренажерного зала, лобби наверху. В Америке многоквартирные дома немножко отличаются от того, что мы привыкли видеть в России. Уместнее всего это будет сравнить с отелем. Помимо помещения, которое вы покупаете, вы получаете еще набор дополнительных услуг. Это у нас вы просто покупаете бетонный мешок, а в Штатах все немножко иначе. Покупая квартиру, нужно всегда узнавать 3 цифры. Собственно, стоимость самой квартиры. Немаловажен налог, который может быть довольно существенный. Налог за квартиру будете платить каждый месяц. Но самое важное — это квартплата. Вот квартплата, она может начинаться там с нескольких сот там, или тысяч долларов, быть даже десятки тысяч в некоторых домах, потому что в эту квартплату включены вот все дополнительные услуги. Сейчас мы поднимемся на 1 этаж вверх, и там что-то еще будет. А, тут спа. Собственно, сюда ведет эта красивая лестница. Потрясающая деревянная лестница. Да, здесь ванные комнаты в спа. Здесь вот народ заканчивает финишную отделку этих конструктивных колонн на фасаде. Вот это вот лобби. Здесь все такое тоже органические формы, плавные. Все, здесь интерьер сделан в студии Zahi Hadid. Если у вас есть 20 миллионов долларов, вы знаете, как потратить, можно купить здесь потрясающую квартиру наверху и пригласить нас с Глебом в гости. Я надеюсь, у меня есть богатые подписчики, у кого есть 20 миллионов долларов, кто хочет себе
потрясающую квартиру в Майами, в первом жилом небоскребе от Захи Хадид. Мы приехали в государственный собачий приют, такое вот крутое современное здание. И здесь уже с самого утра много народу, который приехал выбирать собачек. Это приют, и здесь у нас живет котик. Котик, которого можно взять. Чика. Слушай, ну клетка размером с квартиру. Да, у него вот такая вот большая у него клетка. Сюда можно зайти. Пишут, что котик очень шустрый, поэтому, когда открываете дверь, смотрите, чтобы он не сбежал. А котик, между прочим, уже он ждет, что сейчас ему дверь откроют, и он оттуда сбежит, да? Оп. И вот мы сюда можем зайти. Все, приходит народ, и можно пообщаться с котом перед тем, кого взять. Я так понимаю, они все просто периодически их меняют. Они наверху все сидят. У них такие многоуровневые клетки, и они все сидят наверху. А вот внизу. Слушай, классно, прям у них так все круто сделано. Слушай, ну классно. Я, конечно, в приютах особо не был в других, но мне кажется, в России таких нет приютов. Имя неизвестно, зато котик лежит на рекламе марихуаны. Возьмите эту рекламку, и 10% скидку у вас будет. Вот этого котика сдал хозяин, и он здесь сидит с декабря. Этот приют, они не усыпляют животных, даже если... потому что есть некоторые приюты, если больше полгода никто животное не забирает, его усыпляют. А в этом приюте они держат до последнего, пока она здесь живет, кормят и питают, пока ее не заберут. У него, кстати, вот клетка такая многокомнатная. Вот здесь... Да, у них у всех многокомнатные клетки. И он тут царапает, видишь, он здесь поцарапан, он все окошко себе поцарапал. Он хочет, чтобы его забрали. У каждого котика есть история, есть вот номер чипа, можно узнать про него всю информацию. Вот, и рассказывают, почему, по какой причине его сдали, какие были прививки, болел, не болел. Вот котики здесь живут. Какие милашки. В ноябре отдали два котеночка. Смотрите, какая красота. Вообще такие грустные, никто с ними не играет. Играть с ними нельзя, написано. Не суйте им пальцы, ничего. Как жалко, хочется всех их забрать отсюда. Слушайте, ну очень классно вообще приют сделан. О, эти котики уже лапы выпускают. Такой лежит. Лежит, никто его не берет. Вот, здесь их кормят. Вот тут, видите, кошачий корм, консервы. Ну, кормят неплохо, так у них тут все необходимое есть. То есть люди сюда приходят с детьми, есть специальные комнаты, где можно поиграть с животными. Кроме того, здесь научат с ними обращаться. Вы можете сюда приходить, не сразу забрать, а можете приходить какое-то время, приезжать, играть со своим животным. Если вы поймете, что это уже ваше животное, тогда его можно взять из приюта. Пойдем посмотрим собак. Здесь то же самое. Здесь у нас собаки. Здесь, чтобы руки продезинфицировать. Это год назад поступил, вот его год назад еще никто не взял. Выглядит приют, огромные комнаты, много собак, все очень чистенько, народ приезжает с детьми, и, судя по тому, что здесь говорят, активно забирают отсюда животных, и это государственный приют.
Очень много собак, таких бойцовских пород. Видимо, люди покупают, не рассчитывают свои силы, потом отдают в приют. И вот все собаки таких бойцовских пород, у них как раз висит, что сам хозяин их отдал. В 2016 году открыли этот приют. Большое, очень современное здание. Я, если честно, немного был по другим приютам. Напишите в комментариях, насколько это круто по сравнению с российскими приютами. Вообще, были ли вы в приютах для животных? Но вот здесь выглядит прямо все супер. Очень все современно, чисто, персонал. Как приходишь, как будто в хороший банк. И я, конечно, надеюсь, что все собачки и кошечки найдут скорее своих хозяев. А вы, друзья, когда заводите животных домой, помните о том, что вы несете за них ответственность, хорошо думайте, потому что действительно здесь очень много, особенно собак, которые возвращают сами хозяева. Они сначала покупают, не думают, а потом возвращают их в приют. Ну и животные, конечно, здесь мучаются, подолгу живут.